И самое важное – восстановление социальных объектов, тех, что создают условия для нормальной жизни. Школы, больницы, теплые гидростанции. За годы войны в стране в 2,5 раза сократилась добыча нефти, в 2 раза снизилось производство электроэнергии и сельхозпродукции. Прекратили работу металлургические предприятия. Поднять сирийскую экономику без международного участия практически невозможно. Аргументированно разъясняем партнерам, что социально-экономическое восстановление и возвращение к родным очагам беженцев и внутренне перемещенных лиц представляют собой неотложную, приоритетную задачу международного характера, от решения которой во многом зависит успех усилий по окончательному искоренению терроризма и факторов, порождающих эту глобальную угрозу на сирийской земле. Серьезным препятствием на этом пути являются односторонние финансово-экономические санкции против Дамаска. По предварительной оценке, в ближайшее время на родину готовы вернуться почти 2 миллиона беженцев, в основном из приграничных стран – Турции, Ливана, Иордании, Ирака. В Сирии пока готовы разместить чуть больше 300 тысяч человек. На создание еще около полумиллиона мест потребуется минимум 3 месяца. В ближайшую неделю дипломаты проведут переговоры с представителями всех заинтересованных в восстановлении Сирии стран. По предварительной оценке, места постоянного проживания в ближайшей перспективе могут вернуться более 1 миллиона 700 тысяч сирийских граждан, в том числе из Ливана до 890 тысяч, из Турции до 300 тысяч, из Иордании порядка 150 тысяч, из Ирака и Египта до 100 тысяч из каждой страны. Кроме того, из европейских государств, в первую очередь стран Евросоюза, ожидается до 200 тысяч беженцев. Так, Российским центром по примирению враждующих сторон 2-й год подряд проводится работа с гуманитарными организациями ООН, Международным комитетом Красного Креста и Сирийским арабским Красным полумесяцем, в том числе с представителями, действующими на территории самой Сирии. Результатом такой работы стало обеспечение проводки около 300 гуманитарных конвоев в пострадавшие от войны районы. Вчера очередной такой конвой доставил 120 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в населенный пункт Байджин провинции Дамаск. Пакет предложений предусматривает разработку совместного плана по возвращению беженцев к местам доконфликтного проживания, первоочередное возвращение сирийских граждан из Ливана и Иордании, создание на базе Оманского мониторингового центра совместной российско-американско-иорданской группы, а также формирование аналогичной группы на территории Ливана. Кроме того, нами предложено создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии. Представленные Россией предложения в настоящее время прорабатываются американской стороной.